Сегодня у нас состоится эфир. Тема. Сегодня о новостях я не буду рассказывать, потому что мы тогда не уложимся в 45 минут. Значит, сегодня мы рассматриваем технологию вода. Вот. А что мы именно сделаем? Так, значит, мы покажем гидрошаттл, который мы уже демонстрировали на выставках разных. И буквально его разберем на детали. Поэтому давайте сейчас камеру направим на наши гидрошаттлы. Так, ну сейчас вот у нас есть 3 прототипа. Вот. Сейчас оба шаттла, ну, 2 у нас опущены в работу, оба шаттла сейчас наверху, сейчас они сбрасывают воздух. Немного нужно нам подождать. Это 9-я версия. 9-я версия. Диаметр трубы у нас 150 миллиметров. Вот. Масса гидрошаттла порядка 3,5 килограмм. Мы планируем 10-ю версию сделать уже 25 сантиметров, и масса гидрошаттла у нас будет порядка 9-10 килограмм. Давайте поближе покажем сейчас, как это все устроено. Надо камеру близко сделать и прям, да. Так, ну что, вот у нас здесь что содержится? Значит, генератор. Вот, у нас здесь есть камера, куда подается воздух, и вода начинает его выталкивать. И вот видите, как он, с какой скоростью он движется наверх, даже быстрее, чем опускается. Ага. Валер, третий что-то надо. Ага. Сейчас дождемся, пока он опустится вниз. Сделаем несколько проходок. А потом в буквальном смысле я попрошу Валеру, чтобы он извлек его оттуда. И вот, собственно, здесь мы его разберем. Ага. Но масса в реальном объекте, реальный объект — это тот самый прототип, который мы планируем высотой 156 метров, в котором будет содержаться порядка 8 таких T-шаттлов. Уже там будет масса порядка 5 тонн. Значит, а когда уже после реализации такого прототипа 156-метрового можно будет переходить к реальным объектам, и масса такого гидрошаттла будет порядка 100 тонн. Вообще мы все понимаем, что лодка с 2 пассажирами, она хорошо себя чувствует на поверхности воды, и точно так же мы понимаем, что контейнеровоз, на котором там несколько тысяч контейнеров, он также себя прекрасно чувствует на поверхности воды. Все, что легче воды, выталкивается из воды. И если мы подаем сюда воздух, соответственно, вода начинает выталкивать этот объект. При достижении своего максимума, то есть там, где эта труба закончится, все понимают, что она может быть, и в данном случае она у нас порядка 6,5 метров. Но если бы она была 60 метров, он бы точно так же совершал свою работу, поднимался бы, пока это самое не достигнет верха. И, соответственно, это может быть и 300 метров, и 500 метров, и так далее. Воздух, который мы сейчас подаем от электрического компрессора, в реальном объекте там он будет под очень хорошим давлением, и там будет добавлена, собственно, как и в ролике у нас указано, дополнительная турбинка, которая при сбрасывании в атмосферу этого воздуха, она будет также вращаться, и мы будем рекуперировать. Процентов 50, если даже мы соберем самый такой простенький вариант, процентов 50 мы также воздух, то есть энергии из этого воздуха извлечем, затраченной на его, соответственно, закачивание. В мире вообще существует хранилище энергии в виде сжатого воздуха. То ли в Швейцарии, то ли в Швеции есть, значит, энергетика, ветроэлектростанции с горизонтальной осью. Если в сети наблюдается переизбыток энергии, они подключили компрессор, установили целый склад баллонов, где может храниться сжатый воздух.
И, соответственно, при избытке этой самой энергии воздух закачивается. В этих баллонах хранится, может он хоть 50 лет под высоким давлением. Тогда, когда нужно, эти баллоны открываются, воздух под высоким давлением вращает турбинки, и вновь мы получаем электрическую энергию. Поэтому, ребята, это, значит, не вечный абсолютно никакой двигатель. Здесь просто работают законы. Закон в данном случае Архимеда, если он поднимается. Вот. Сила Архимеда, да. И тогда, когда воздух мы сбросили, закон притяжения, закон силы Ньютона. Так, ну что, давайте, наверное, приступим к извлечению одного из шаттлов. Ага, Валер, давай, пожалуйста, достань нам один, любой, который тебе нравится, чтобы мы его буквально могли вот на столе здесь разобрать. Так, все, я сейчас снимаю верхнюю платформу и, соответственно, подготовлю. Все, да, давай, извлекай. Пока Валера будет этим заниматься, мы сейчас проведем еще один научный эксперимент. Значит, он будет относиться к проекту «Ветер». Мы здесь с помощью вот этих объектов, смоделируем ситуацию, когда могут здания, значит, быть здания, между которыми воздух проходит, вот, и имеет ускорение. Ускорение за счет получения эффекта трубки Вентури. Вот здесь у нас представлен это вентилятор. Вот, он имеет, можно вот с этой стороны показать, здесь счетчик как раз у нас есть. Прям камеру пониже, наверное, опустить. То есть вот у нас измеритель скорости ветра, такой прибор. Есть вот вентилятор такого типа. Есть объекты, которые здесь необходимы для того, чтобы мы получили вот те эффекты, когда здания могут так стоять. Значит, такой же эксперимент, ребят, может каждый у себя дома провести. Видно ли сейчас вот этот счетчик? Видно ли этот счетчик, который нам показывает сейчас 1,6 метра в секунду? 1,5, 1,9, ну такой плавающий, да? Сейчас мы камеру перестроим. Нужно показать нам этот именно приборчик. Да. Угу. Так, ну что, вот у нас 1,7 метра. Если мы прикроем этот самый поток, то у нас скорость, соответственно, снижается. Препятствия мы убираем, и он постепенно начинает разгоняться. Вот. Теперь мы имеем, ну, давайте 2 метра возьмем. Теперь что мы сделаем? Мы поставим здание. 1,5, да? Да, 1,5, 1,6. Ну извиняюсь, да, вот 1,5, 1,6. Давай тоже. То есть сейчас нам надо будет сфокусироваться на этом самом счетчике, но одновременно показывать то, что мы делаем. Ага. Так, ну все, ставим, да. Юр, давай поставим. Вот, значит, мы установили одно здание, построили второе здание. В реальном объекте там 5 зданий задействовано, ну, для того, чтобы с любой стороны воздушный поток использовать. И мы видим, что, вот можно сверху показать, вот прям сверху, что вот у нас есть сужающийся соплот, и таким образом воздух сюда заходя, ему надо здесь протиснуться, соответственно, ему нужно набрать некоторую скорость. Этот эффект называется эффект трубки Вентури. Все, ребят, фиксируем. 2,8 метра в секунду. То есть за счет зданий мы добились прибавку в 1 метр, ну, что порядка 35-40%. Но вы все помните, что у нас есть еще аэродинамический щит. Вот, аэродинамический щит, который избавляет, значит, то есть мы здесь видим, что есть деталь, которая вращается вместе с потоком, а есть деталь, которая возвращается, соответственно, оказывая некое
сопротивление набегающему потоку. Для этого нам нужно будет использовать аэродинамический щит. Вот. И вот мы устанавливаем аэродинамический щит, и мы получаем новую скорость уже 5 метров, 5 метров в секунду, ребят. 5,2, да, 5,3. Я напомню, что каждый такой же эксперимент может провести буквально у себя на кухне. И убедиться в том, что эти цифры соответствуют действительности. Вот я аэродинамический щит убираю. Ну, давайте вот отсюда вот. Сейчас именно фокус на скорости ветра. Видим, да? Изменение скорости. Аэродинамический щит мы убираем. Появляется сопротивление возвращающейся лопатки. Скорость у нас падает до 3 метров. А теперь мы убираем здание. И скорость у нас падает до вот 1,8 в данный момент. 1,8. Так, ну что, Валер, как у вас дела? Уже все. Вот шаттл извлечен. Сейчас мы его буквально вот здесь на столе разберем на все детальки и покажем, как это работает. Ну, кто увлекается техникой, также, конечно, может повторить этот эксперимент. Вообще первый прототип, он выглядел достаточно просто. Была использована труба прозрачная, там, с диаметром, по-моему, сантиметров 10. Вот. И в буквальном смысле компрессор для аквариума и майонезная банка была заполнена водой и туда, собственно, в эту трубу опущена. Конечно, она опустилась на дно, но затем мы включили этот самый компрессор аквариумный. Вот шаттл. Ага. Спасибо. Да. Значит, и затем был использован компрессор аквариумный, воздух был подан, значит, вода покинула эту самую банку, и эта банка, она вот так вот поднялась наверх. Все, конечно, такие типа, что это такое? Что это такое? Я говорю, это генератор энергии нового типа. Поэтому, ребята, это самая настоящая гидроэлектростанция нового типа, которая не зависит от естественных условий природных, да, допустим. То есть мы знаем гидроэлектростанции на реке. Вот. То есть что у нас по сути? Та же самая здесь труба, подается воздух, и значит, есть гидрошаттл, есть вот такое устройство наверху. Значит, когда оно приближается, гидрошаттл, когда приближается к этому устройству, срабатывают магниты, открываются клапаны, и воздух из этой части объекта он сбрасывается. Вот. Ну, в реальном объекте, я напомню, у нас будет рекуперация. Но, может быть, мы там 13-й, 14-й, какой-то 15-й прототипчик в какой-то момент соберем, и, может быть, и там мы сделаем эту самую рекуперацию. Да, кому интересно, кто приедет в Дубай, мы, как правило, с нашими прототипами расстаемся после того, когда мы уже перешли к следующей версии, вот, и с сопутствующим оборудованием к нему. Поэтому мы можем вам передать в дар, а вы там уже проводите эксперименты на своей территории, проверяйте эту историю. Угу. Угу. Вот это у нас воздушная камера, внутри которой мы расположили в том числе и диодную ленту. Но эта самая воздушная камера, она имеет вот такой канал, вот этот канал. Соответственно, когда у нас шаттл движется наверх,
через этот канал, всем привет, через этот канал, значит, поток воды. Мы получаем поток воды, который вращает вот это вот здесь вот турбинка вот там внутри. Можно поближе, я думаю, показать. Так, ну до нее добраться, повращать. Ну я вот так вот сейчас. Так. Ну давайте сейчас вот эту часть еще отделю. И доберусь до турбинки. Вот она турбинка, вот он генератор. И вот мы получаем электрическую энергию. Все, я напомню, что когда объект будет массу иметь 5 тонн, то мы получим хорошую силу, которая будет воздействовать на вот эту вот самую турбинку. Вот можно вот здесь также с этой стороны посмотреть. Вот видите, это сейчас вращение. Еще, может быть, даже подсоберем обратно. Здесь у нас окно для подачи воздуха. Вот видите, вот такое пространство, куда закачивается воздух. И также вот здесь у нас представлены клапаны. Вот они здесь наверху. Вот так вот выглядят. И они обеспечивают сброс этого воздуха. И, соответственно, вот так это работает. Вот так. Вот так. Такая застежка. И вот так это устройство у нас выглядит. Так, ну что, продолжим разбирать. Так. Ну, это в данном случае у нас здесь как бы нижняя часть. Так, ну мы сейчас до генератора добираемся, да? Ага. Может, хочешь поразбирать? Без проблем, помогу. Да? Просто так, нужно изменить здесь это размер. Легче всего добраться до него снизу. Как раз нижнюю, да, Ну, то есть давай, вот давай. под большие. Чтобы верхнюю часть полностью не убирать. Не, здесь вот тот размерчик. Сейчас. Угу. Валера, значит, мы когда-то у него много заказывали деталей для первых наших прототипов. Вот. И Валера имел целую компанию в Новосибирске, которая вот и владела станками ЧПУ, лазерный станок и так далее. Но здесь мы, когда в Дубае открыли офис, мы выяснили, что здесь с таким сервисом очень дела обстоят плохо. И объяснить местным людям, что мы хотим, почти что нереально. Поэтому мы купили станки лазерные и станок ЧПУ, потому что мы понимали, что у нас впереди много выставок, которых мы, кстати, посетили в 2023 году, по-моему, порядка 12. Угу. Давай. Она полностью вот здесь, его прям можно извлечь. Угу. Ага. Вот так. Ну, здесь мы видим, здесь мы что видим? Мы здесь видим всем знакомую уже картину. Это обычный генератор, который имеет медные катушки. И здесь у нас неодимовые магниты. Вот. Сейчас мы это прям... Вот видите, вращаю, и у нас опять светится. Ну, в данном случае у нас магнитные катушки в 2 уровня. 10-ю версию прототипа мы планируем сделать уже 4-этажную. То есть у нас будет магнитных катушек 8 рядов и 4 ряда, соответственно, магнитов. Вот. И также мы планируем ее более масштабную сделать с диаметром 25 сантиметров. Разница у нас уже по объему воды в 3 раза увеличивается, да? Да, в 3 раза. То есть у нас уже в 3 раза этот самый объем увеличится. Ну, в общем-то, ребят, все очень и очень даже просто. В общем, любой человек, который, допустим, знает, как устроен двигатель автомобиля, для него здесь вообще не проблема что-либо понять, как это устроено, как это работает.
Так, ну эти объекты у нас сейчас в пластике, для того, чтобы они были прозрачные, чтобы мы показывать могли. Но в реальном объекте, конечно, мы будем использовать другие материалы. Вот. Собственно... кстати, если мы говорим про этот объект, вот у нас один из гидрошаттлов, у него уже 2 этажа, используются 2 этажа, это магнитов, то есть 2 там турбинки, да, так сказать, стоит. У него точка безубыточности находится на высоте 40 метров. То есть если труба 40 метров, то мы уже получаем точку безубыточности даже с учетом того, что мы не рекуперируем этот самый сжатый воздух. Соответственно, когда мы подготовим 10-ю версию с 4 такими генераторами, Валера говорит, что там, по-моему, и все 8 будут вращаться хорошо, что этого силы все равно будет достаточно, то тогда мы точку безубыточности уже с 4-этажным, да, сейчас вот здесь вот 2-этажный, да, видите, вот такая сборочка, здесь у нас 2 турбинки, вот, видно, да, вот, то же самое, но уже побольше, то есть 4-я версия у нас уже будет примерно такая же история, но уже в 4 этажа. Ну, дополнительно я еще хочу сказать, что в реальном объекте, то есть в первом даже прототипе, конструктив, он будет отличаться. Здесь мы так примитивненько показали. Почему? Потому что сразу все раскрывать подробности пока не нужно. Здесь еще много что можно патентовать. И, кстати говоря, кто-то из зрителей наверняка хорошо разбирается в технике, физике, и если у кого-то будут предложения и идеи, то вы также не сообщайте нам их, приезжайте, обсудим, поговорим, мы всегда открыты. Так вот, значит, точка безубыточности вот такого устройства 40 метров. С учетом того, что он поднимается и опускается, то есть поднявшись на высоту 80, допустим, метров, он уже на высоту 81 метр мы получим маленькую прибыль. А когда он пойдет вниз, мы получим прибыль в размере 80 метров падения, значит, на землю, да, падение вниз его, да. Поэтому здесь также, конечно, много вещей, которые должны быть лучше, должны быть более продуманными, должны быть более эффективными. Но я напомню, что такая простенькая версия, нам ее сейчас вполне достаточно для того, чтобы демонстрировать наши возможности. Вот. Все чаще посещают наш офис заинтересованные лица. Не всегда мы находим время, честно говоря, рассказать об этом или сделать на эту тему какой-то репортаж. Все-таки это занимает определенное количество времени, но интерес у нас имеется. И, кстати говоря, через пару дней выйдет у нас новость о поездке в Индию, о встрече с министром города Панджаб, если я не путаю, со штатом, да, рядом с городом Чандихар. Вот. Ему 83 года, он с хорошим очень образованием, он очень быстро понял, о чем идет речь, и, собственно, обещал нам быстренько вопрос решить с земельным участком. Для того, чтобы мы получили этот участок, получили принципиальный интерес местных властей, чтобы они были заинтересованы в успешном окончании строительства данного объекта. Ну, о подробных условиях и подробности встречи они будут в течение 2 дней в нашем новостном канале. Поэтому, так, может быть, у кого-то еще возникли вопросики. Сейчас я быстренько посмотрю. Так, Руслан пишет, что 3-й месяц некоторая проблема у него есть с входом в кабинет. Ну, честно говоря, это, наверное, эксклюзивный какой-то случай. Вот. Но вы, пожалуйста, напишите в поддержку нашу, а я поддержку попрошу, чтобы все сообщения, которые касаются некорректной работы, они мне прислали, и я их внимательно проанализирую и поговорю с нашими программистами. В чем там же дело? Так, здорово, ЗДР, здорово, да, окей. Спасибо, ребят, за позитивчики. Когда проект «Вода» будет транслироваться 24/7 на нашем сайте? Кстати, у нас же такая была идея.
А когда будет наш прототип транслироваться 24/7? Ну, картинка на самом деле достаточно скучная, потому что это просто движение. Да, вверх и вниз. Валер, ну-ка, давай-ка. Сейчас мы у Валеры возьмем расписочку на эту тему. Ну, как расписочку. На самом деле у нас... Да, с микрофончиком поближе подойди. У нас каждый проект, каждый новый прототип, соответственно, мы дорабатываем, и он становится все более надежнее, надежнее и надежнее. Естественно, чтобы 24/7 вам показывать его, нам его необходимо сейчас прям существенно улучшить все показатели, особенно касательно того, что сделать его не из пластика. Всем известно, что пластик имеет свойство разрушаться, особенно тот акрил, который позволяет вам увидеть весь механизм. Он с водой не очень хорошо реагирует. Сейчас мы в следующей версии мы планируем поменять уже, соответственно, хотя бы на поликарбонат, из которого делаются разного рода вывески. И, соответственно, тогда уже мы поговорим, как раз и будет обсуждаться. Я думаю, это следующее, либо через одну версию уже будет. Ну, я напомню вопрос. Да. Люди спрашивают, когда будет трансляция 24/7? Так, ну касательно программистской части, я думаю, все-таки Денис больше за это отвечает. Я думаю, ну, если версия 10 это у нас уже запланированы, то с версией 11 это 2 месяца. Думаю, в течение 2 месяцев мы уже будем способны предоставить прототип, который сможет уже 24/7 работать и показывать что-то визуально. Ну, давайте так, мы следующий прототип хотим сделать в другом размере. Значит, нам нужно понять, есть ли у нас прозрачные трубы в размере 25 в наличии здесь, в этой, значит, локации, как Объединенные Арабские Эмираты. Если они есть в наличии, ну, 35 дней, и реально этот прототип будет запущен. Валера чуть запас взял. Конечно. Но, Без вот. запаса тут обещать. Да. Ну вот смотрите, прямой вопрос ему задавали, а подпись он так и не поставил свою. Пришлось мне все-таки поставить. Что за подпись? Ну, подпись, что все, ребят, гарантирую, запустим. Это я тоже гарантирую. Я просто иногда в себе сомневаюсь в сроках. Это нормальное явление. Ни один ученый никогда не относится к срокам. Да, кстати, а Валера-то, вот я не дорассказал историю, вот он, значит, приехал настроить нам эти станки, вот, и ему так все понравилось, что он с тех пор и дома и не был, уже прошло 1,5 года. Да, Полтора года даже он уже побольше. здесь. Да, 1,5 года здесь, и, собственно, может быть, кстати, сейчас мы твою мастерскую покажем. Сейчас я тогда вопросики Да. чуть Ну, можно, дочитаю. Хорошо. Да. Ага. Так. Будут ли водные и ветровые проекты торговаться на бирже отдельно или или одной компании, Иван? Да. На самом деле это две технологии, они друг от друга независимы, они друг от друга могут и должны работать отдельно, но первый прототип 156 метров, у нас там идея две технологии совместить, это как демонстрационный парк. Но этот парк, он должен будет нам давать порядка 3 мегаватт. Почему 3 мегаватта? Потому что у нас 8 шаттлов, а вообще инфраструктура позволяет там даже разместить и 8, значит 14 шаттлов. Масса каждого будет 5 тонн. Ну, соответственно, значит 8 на 5, это у нас получается 40. 8 на 5 – 40. Нет, подождите, у нас же 5 лепестков, по 2 штуки в каждом, значит 10 по 5 тонн, это уже 50 тонн. Вот. А если мы еще добавим туда столько же, то у нас уже 100 тонн, которые будут вот с такой же скоростью, очень вот быстрее даже, чем он отпускается. Очень интересный, кстати, эффект, удивляет людей, типа, то есть он вверх идет быстрее, чем опускается. Ну вот да, на самом деле это так. Вот эти самые тонны, они будут передвигаться там, и, соответственно, эти тонны, они дадут нам этот объем энергии вполне себе, мы можем уверенно это сказать. Вообще, если рассмотреть гидроэлектростанцию, ну, допустим, там средних размеров, чуть меньше, то, как правило, столб воды, который давит на турбину, порядка 30 метров, это, так сказать, средненапорные станции, 35 метров и 1,5 метра канал, ну, там, допустим, давление на турбину, ну, порядка, может быть, 60 тонн, и удается им снимать
Ну, 40 мегаватт с такой турбинки, 35-40, иногда даже 50, их там модернизируют, улучшают. Поэтому запас прочности у нас хороший, но даже при показателях в 3 мегаватта и затратах на такую электростанцию у нас очень хорошая получается математика. Так, ну, ребятки, тут уже на хинди вопросы пошли. Ага. Может быть, кто-то, если переведет, то я тогда готов. Можно ли построить водопровод рядом с существующими зданиями? Водопровод. Ну то есть проект воду, это, я понимаю, некорректный перевод. Да, можно. Они, ребят, не шумят. Вот здесь у нас стоит, он работает. Да, компрессор у нас находится за пределами, но в самом объекте мы этот компрессор также можем там в какие-то нижние помещения. Компрессоры, они сами по себе достаточно шумные устройства. Ну, опять же, смотря по какой технологии они сделаны. Если мы возьмем компрессоры, которые, допустим, используют Mercedes автомобили для того, чтобы пневмоподвеска могла работать, там они шума практически никакого не сдают, но при этом там полуторатонные автомобили они поднимают достаточно быстро, там на высоту 5 сантиметров. Так что можно. Да, ребят, значит, просят на французском. Знаете, мне пару дней назад прислали ссылку на программу, которая она перевод делает в онлайн-режиме. То есть буквально я говорю на родном языке для себя, а она будет переводить, делать перевод на любой язык, который там в программу поставишь. Мы сейчас ее поизучаем, потестируем. Если она более-менее корректно работает, то мы будем запускать и на разных языках мира. Это перестает быть проблемой. И, конечно же, до большего количества людей удастся донести информацию о наших проектах, что, в общем-то, важно. Так, комплименты. Так, сейчас еще у Ивана. Ага, все так. Насколько высоким должно быть здание, чтобы инвестиции в водный проект были оправданы, то есть чтобы они были прибыльными? Да, ребят, такой вопрос часто я на самом деле встречаю. Допустим, самолеты. Есть самолеты, где 2 пассажира, да, а есть самолеты, где 200 пассажиров, да. Но так или иначе им нужна дорожка для разбега. Может быть, где-то даже, ну, зависит от модели, конечно, но примерно даже одинаковая. Поэтому порядка 150 метров это уже будет хорошая высота. Это будет хорошая высота. И в современном мире такой размер, он, в принципе, проблемой-то и не является. Когда есть здание более 800 метров. Все отлично, турбина очень тяжелая. Да. Ну так это и хорошо. Конечно, хорошо, что она тяжелая. Нам как раз нужна масса. Нам нужна масса, которая будет топить этот объект, да, так сказать. Вот. И достаточный объем воздуха для того, чтобы эту массу поднимать. Что нужно, чтобы компания максимизировать вероятность успеха? Какие ресурсы, контакты? Ребят, ну у нас на самом деле все идет хорошо. Почему? Потому что первое, что мы должны сделать, это мы должны получить патенты, мы должны получить, значит, документ, который свидетельствует о том, что это наша собственность. Мы эту работу делаем. Вы знаете, что мы эту работу ведем на территории 75 стран мира. И в данный момент мы уже имеем патент в Сингапуре по проекту «Вода». И я думаю, что в этом году, ну, уже по статистике, скорость получения патентов, я думаю, 5-6 стран мы точно осилим в этом году. Поэтому первое, это мы патентуем. Второе, демонстрируем, рассказываем. Третье, получаем земельный участок, выходя на который мы начинаем возводить этот объект. После возведения этого объекта показываем, что все это, ребят, реально, что все это работает. Значит, бизнес приходит, смотрит, берет в руки калькулятор, выясняет, что это принесет им доход и начинает пользоваться. Все очень просто. Так. Здравствуйте, когда будет сайт работать в России? Так, ну смотрите, без VPN он никогда работать не будет.
Почему? Потому что нет закона о краундфандинге в России. Нет такого закона. Вот, например, здесь в Арабских Эмиратах не работают звонки в WhatsApp или Telegram или других мессенджеров. Они просто не работают, их просто блокируют. Почему? Потому что есть требования местного законодательства о том, что любой оператор связи, он должен получить лицензию на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, WhatsApp, компания WhatsApp, ну там или Facebook, там кто там ими владеет, они не хотят этого делать. Они не считают, что в этом есть какая-то необходимость, потому что наверняка это несет в себе какие-то расходы, временные затраты, и этого не делают. Поэтому мы считаем, что использовать VPN намного проще, чем ходить с поклоном, значит, с поклоном к людям, которые принимают решения по поводу наличия или отсутствия законов. Но это для нас никакая не проблема. Почему? Потому что фактически население России — это 1,5% населения планеты. И ну, что меняет 1,5% в вашей жизни? Практически ничего. Поэтому мы не будем на это тратить время. Мы лучше будем разрабатывать наши прототипы, улучшать наши модели. И, соответственно, там, где будет наиболее выгодно, удобно реализовать этот объект, мы на эту территорию и пойдем. И также, ребят, еще хочу заметить, что в России на самом деле энергодефицит, он фактически отсутствует. Даже более того, много регионов, где переизбыток электрической энергии, очень много объектов, которые генерируют эту самую электрическую энергию. Ну, а если нет, если нет дефицита, то, в общем-то, и интереса особого ты не вызовешь. Да? Но есть другие страны, такие как вот, арабские страны или Индия, где проживает 1,5 миллиарда человек, и там очевиден дефицит электрической энергии. Потому что я был уже дважды в Индии, и иногда лампочка, она, знаете, ну так мерцает, потому что какие-то проблемы с сетями есть, ну там еще какие-то проблемы. Ну, в общем, они есть, и поэтому они больше интересуются. Так, Рам, спасибо за комплимент. Какова будет стоимость производства проекта «Вода», а также стоимость его обслуживания при производстве электроэнергии? Так, я сейчас возьму один альбомчик, и завтра мы его в новостной чат отправим. Я сейчас принесу, подождите, пожалуйста. Так, альбомчик. Позаимствую сейчас. Так, сейчас я вам все покажу. Это у нас подготовлено для, значит, для Дивы. Для Дивы презентацию мы готовим. Это Solar Park на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот мы просим их здесь выделить нам участок. Угу. Так, смотрите, ребята, значит, мы этот файлик завтра отправим в новостной чат. Ну, давайте без комментариев, потому что эти комментарии долго будут писать. Здесь есть сравнительная таблица о стоимости получения электрической энергии с помощью солнечных панелей или горизонтальных ветроэлектростанций, а также наш здесь объект представлен. Значит, чтобы получить 1 мегаватт энергии солнечными панелями, с помощью солнечных панелей, это в ценах Объединенных Арабских Эмиратов. Значит, стоимость 5 миллионов 416 тысяч дирхам. Если мы будем использовать ветропарк с горизонтальной осью, то это порядка 6 миллионов. Но у Объединенных Арабских Эмиратов среднегодовые скорости ветра немного слабые, они не все территории подходят под вот такую энергетику. Вот. А если мы будем значит, использовать наш прототип 156 метров, который 3 мегаватта будет давать, то у нас стоимость за 1 мегаватт получается 7 миллионов 750 тысяч дирхам. Но, ребят, давайте здесь на важные вещи обратим внимание. Во-первых, солнечные панели у нас работают сколько часов в сутки?
ну, 8, там, не знаю, может быть, где-то 10, да. Данный объект, если мы используем нашу вот эту самую гидроэлектростанцию, он работает 24/7, поэтому вот эту цифру в 7 миллионов мы уже можем разделить на 2 фактически. Также, если мы будем учитывать стоимость земельных участков, то здесь площадь, занимаемая значит, для получения 2 мегаватт электрической энергии, 7,5 тысяч метров квадратных. Значит, наш объект, прототип, для него нужна в 2 раза меньше площадь. И, соответственно, если учитывать стоимость земли, мы опять же получаемся дешевле. Здесь ветер не всегда может быть, и так же, как, в общем-то, и здесь. Ну а если мы говорим про объект в реальном масштабе, который мог бы быть 450 метров высотой, то он площадь одинаковую занимает. Смотрите, 7500, 7500, 7500. Но здесь мы можем уже получить 524 мегаватта. Почему такая разница? Материалоемкость этих объектов различается в 200 раз. Если мы в прототипе 156 метров имеем 10 гидрошаттлов, значит, то у нас получается общая масса, ну, порядка 80 тонн, да? А в объекте 450 метров у нас уже может поместиться 88 гидрошаттлов, каждый из которых может быть и 100 тонн, и 200 тонн. И здесь мы получаем совершенно другую массу. Вот. Если здесь что-то сейчас вам не видно, то, пожалуйста, это не проблема никакая, это просто дополнительный комментарий к этому альбому, который завтра мы тогда отправим, или даже сегодня мы отправим в новостной чат, но мы отправим его тогда без комментариев, потому что комментировать это очень долго, и у каждого свои какие-то вопросы и так далее. Поэтому себестоимость у нас интереснее. Вот эти расчеты, они основаны уже на реальном проекте, который, кстати, мы приложим к этому самому альбомчику. Так, ну что, у нас уже 45 минут. Сейчас... Так, какой тип материала будет использоваться в реальном объекте? Значит, каркас, сам объект — это бетон и арматура классическая. Вот точно такой же бетон, который используют в повседневной жизни, да? А если мы говорим про сам гидрошаттл, то это будет металл, но металл, он будет покрыт специальным покрытием, которое не будет позволять проникать в воде туда, куда ей не нужно проникать. Вот. И насколько это реально? Абсолютно реально, потому что давайте вспоминать, что есть подводные лодки, которые погружаются на достаточно значительную глубину, и они намного более сложные устройства, и все там у них получилось. Так, какой тип... В настоящее время стоимость акций и ожидаемые дивиденды от проекта «Вода», а также от проекта «Ветер» обновлены ли они и ожидается ли, что будут другими? Ну, у нас на самом деле в новостном чате на эту тему была информация. Я, честно говоря, даты конкретно не помню. Ну, как обычно, ребят, с получением патента, с заключением какого-либо соглашения, которое приблизит нас к достижению цели, мы, более сильные, мы становимся сильнее с каждым днем. Соответственно, цена будет увеличиваться. Так, Парамджет, правильно говорить, да, Sync. Very good, thank you. Так, ну что, сейчас к Валерии тогда зайдем в мастерскую. И, ребят, на этом, наверное, сегодня все. Всегда можете посетить наш офис. С микрофоном, наверное, далеко ушел. Работает, да? Ага. Всегда можете посетить наш офис. И, кстати говоря, маленькую экскурсию еще проведем. Вот, есть у нас здесь такая стена великих людей. Это свет науки СССР. Вот, и некоторые из них у нас в экспертах имеются. Можно поближе? Угу. Владимир Фортов, президент Академии наук. Можете также загуглить. Он сказал, что такие здания, которые могут обеспечить себе электрической энергией, это должно стать обычным делом.
прекрасный комплимент. Василий Фомин, директор Института прикладной и теоретической механики в Академгородке, поддержал нас полностью и сказал, что я всегда за новые вещи, за новые. В общем, не останавливайтесь, да? Геннадий Николаевич Туманик, также у нас есть в экспертах, доктор архитектурных и строительных наук. Вот. А также у нас, кстати говоря, проектировщик, главный проектировщик, это Александр Илизаров. Вот. Он у нас доктор технических и строительных наук, а это его папа, Гавриил Илизаров. Ну, человек, которого знает абсолютно весь мир. Значит, аппарат Илизарова всем знакомо, да? Вот, собственно, везет нам сотрудничать и иметь знакомство с такими людьми. Ну что, сейчас мы тогда посетим Валерину мастерскую. Сейчас еще раз зададим ему вопрос. Когда там у нас будет эфир запущен на проект «Вода»? Ага. Добро пожаловать ко мне в Нарни. Да. Ну давай так, 2-3 минутки расскажи, что у тебя. Валерий, микрофон. Окей. Так, сейчас. Итак, 3 минутки. Окей. добро пожаловать ко мне в Нарнию. Здесь мы используем для того, чтобы показывать, создавать разного рода модели. Мы используем основные ЧПУ станки. Это у нас фрезерная машина. Да, пойдемте. Это фрезерная машина, в принципе, с возможностью как плоского вырезания, так и, если хочется, 3D вырезания. У нас 4-я ось есть, можно любого рода модели трехмерные создавать. Что еще у нас? Соответственно, большая лазерная машина. Это у нас CO2 лазер, достаточно объемный, чтобы у нас вмещались любого рода детали, любого рода листы и, соответственно, любого рода модели из пластика, в том числе даже металл в каком-то виде можем резать. Алюминий режет с легкостью. Чуть-чуть вот здесь у нас оптоволоконный лазер. Это для того, чтобы гравировать разного рода детали, в том числе и, опять же, с третьей поворотной осью. Вот. Это основное, что используется. Редко возникает, что у нас используется вот такая вот ИК-лазер, это инфракрасный лазер. Это для того, чтобы создавать, например, внутри пластика разного рода изображение, трехмерного изображения. К примеру, пластик, который используется для этого, покажу сейчас. То есть это для того, чтобы вот в таких вот огромных слитках можно было создавать внутри изображения. Это всего лишь заготовки, но готовых работ, к сожалению, сейчас не покажу. Собственно, вот на этом всем оборудовании мы работаем. И та же самая моделька, которая для вас, модель проекта «Вода» и разного рода модели ветроустановок. Давай про математику еще расскажем. Так, ну да, текущая работа у нас вот такая. Мы, кстати, сейчас поближе, да, чтобы этот микрофончик работал. Вот такого типа прототипа, он порядка 6 килограмм, для того, чтобы легко его можно было переносить. Для презентации люди его используют. Сейчас у нас 10 штук. Те, кто у нас активно занимается продвижением, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам такие будем передавать прототипы. Они будут также с генераторами. И можно будет показывать принципиальную работу. Вот у нас уже заготовлены. Заготовочек огромное количество для того, чтобы на ближайшие 10 прототипов здесь все заготовки уже сделаны. Сейчас процесс сборки идет. Ну все, забираем. Забирай. Ну что, ребят, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, эфир вам понравился. Предложения, пожелания, как обычно, принимаются. Всем пока.